2 дня назад глава ФРС США Кевин Ворш заявил прямо, если инфляция покажет рост, то повышение процентной ставки уже в сентябре будет гарантированным, о чем сообщил Financial Times. Повышение ставки — это то, от чего напрямую будут зависеть рынки этой осенью, и она решит, сможет ли биткоин подняться выше уровня 70 тысяч. И вот буквально через 4 дня нас ждет важный отчет по инфляции, от которого, собственно говоря, и будет зависеть вердикт Ворша в сентябре. И поскольку данное событие имеет большое влияние на рынки, это является отличной возможностью, чтобы использовать его для заработка. Главное опасение перед ИПЦ 12 августа, что июньское резкое замедление инфляции окажется временным, а в июле инфляция снова ускорится из-за нефти. Такой сценарий сейчас очень вероятный, учитывая, что происходит на Ближнем Востоке. Особенно все эти непонятные переговоры, которые Трамп якобы ведет лично, хотя Иран их, конечно же, отрицает. Я думаю, у нас все очень хорошо получается. Я просто, знаете, я участвую в переговорах. Думаю, у нас все в порядке. Поэтому, друзья, сегодня я подготовил для вас очень интересный выпуск, где я прежде всего разберу, чего ждать от ИПЦ на следующей неделе, что было с биткоином и фондой после публикации прошлых данных по инфляции, там есть интересный паттерн движения. Кратко разберем, на каком этапе находится война в Иране и что будет с нефтью, а уже ближе к концу ролика на основе моего анализа я поделюсь своими торговыми идеями на следующую неделю. Также покажу, что я буду трейдить до и после ИПЦ, и в целом озвучу свои мысли по рынку, так как реально есть что обсудить. Это новые хаи фонды и консолидация биткоина в диапазоне 60 и 65 тысяч. А перед просмотром, друзья, попрошу вас поддержать ролик лайком, ведь как только мы наберем 800 лайков, сразу начну делать для вас большое видео про альты, как я обещал в этом ролике, и вы эту идею активно поддержали в комментариях. Кстати, пишите комментарии, за них можно получить $10, как этот зритель. А с вами, как всегда, Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, начнем именно с разбора предстоящего ИПЦ, поскольку он должен стать ключевым отчетом месяца, особенно после того, как вчера были опубликованы неоднозначные данные по рынку труда, которые, кстати, тоже сильно влияют на решение ФРС по ставке. Казалось бы, безработица упала, и это сигнал для ФРС, что можно спокойно повышать ставку для борьбы с инфляцией, не опасаясь навредить экономике. Но у себя в телеграм-канале, после подробного изучения отчета, я четко написал, что показатели по рынку труда наоборот снижают вероятность повышения ставки в сентябре, поскольку прошлые отчеты были пересмотрены в сторону падения, а это охлаждение рынка труда. Вот поэтому акции биткоин не пошли вниз. Прямо перед публикацией ИПЦ я также выложу у себя в Telegram финальный прогноз с идеями для торговли, а также после самого отчета выложу сделки, которые буду открывать на фоне движения рынка. Поэтому все, кому интересно, ссылка в описании. Так вот, теперь отдельно хочу обратить ваше внимание на рынок труда США, потому что последние данные заметно меняют картину перед следующим заседанием ФРС. В июле экономика США потеряла 23 тысячи рабочих мест, хотя рынок ожидал рост занятости. При этом уровень безработицы упал до 4,1%. Но самое важное, предыдущие данные также оказались слабее, чем считалось раньше. Показатели за май и июнь были пересмотрены вниз. Суммарно примерно на 103 тысячи рабочих мест. То есть речь идет уже не о одном слабом месяце. Мы видим более устойчивое охлаждение рынка труда. И это сразу повлияло на ожидания по ставке. До публикации отчета рынок оценивал вероятность повышения ставки в сентябре примерно в 55%. А после слабых данных вероятность упала примерно до 41%. И теперь у ФРС появляется еще больше причин не спешить с дальнейшим ужесточением политики. Но окончательно вопрос со ставкой не закрыт, потому что теперь еще больше значения получает отчет по инфляции, который выйдет 12 августа. Если инфляция продолжит замедляться, вероятность повышения ставки может снизиться еще сильнее. Но если ИПЦ неожиданно снова ускорится, то у ФРС уже будет две проблемы – слабый рынок труда и все еще высокая инфляция. Именно поэтому данные 12 августа теперь становятся одним из главных триггеров для фондового рынка и крипты. Сейчас рынок ожидает, что годовая инфляция составит около 3-4%, а базовая инфляция около 2,5%. И на первый взгляд это даже небольшое улучшение относительно прошлого месяца. Но здесь есть важный риск. В июне инфляция резко замедлялась в первую очередь благодаря падению цен на бензин. А уже в июле ситуация с нефтью снова стала менее стабильной. Поэтому главный вопрос сейчас – было ли июньское замедление устойчивым или это оказался всего один хороший месяц. И если посмотреть на последние 6 месяцев, становится понятно, почему рынок так внимательно следит именно за ИПЦ. Когда инфляция выходила ниже ожиданий, фондовый рынок и крипта в большинстве случаев реагировали ростом. В феврале более холодная инфляция поддержала акции и помогла биткоину восстановиться. В апреле базовый ИПЦ оказался ниже прогноза, фьючерсы на NASDAQ пошли вверх, а биткоин вырос сразу после публикации. В июле мы получили самые сильные позитивные данные.
ИПЦ оказался значительно ниже ожиданий. NASDAQ прибавил больше процента, доходность облигаций упали, а биткоин поднялся от уровня 62-63 тысячи выше уровня 64. Но была и обратная ситуация. 12 мая инфляция оказалась выше прогноза, после чего был рост доходности облигаций, падение фонды и давление на биткоин. То есть за последние месяцы зависимость была достаточно понятной. И рынок реагирует не столько на сам уровень инфляции, сколько на отклонение от ожиданий и на то, как эти данные меняют прогноз по ставке ФРС. И сейчас это особенно важно. После слабого отчета по рынку труда вероятность повышения ставки ФРС в сентябре упала примерно с 57% до 41%, как мы уже разобрали. То есть рынок снова начал закладывать сценарий, при котором ФРС может оставить ставку без изменений. Поэтому ИПЦ 12 августа по факту должен ответить на главный вопрос: достаточно ли слабого рынка труда, чтобы остановить ФРС, или высокая инфляция все-таки заставит ЦБ снова повышать ставку? И я здесь вижу три сценария. Если ИПЦ выйдет ниже прогноза, особенно если снова замедлится базовая инфляция, вероятность повышения ставки может упасть еще сильнее. Доходности облигаций в таком случае, скорее всего, пойдут вниз, а это позитивно прежде всего для техносектора и, конечно же, крипты. В таком сценарии я бы ожидал наиболее сильную реакцию именно от NASDAQ, а также биткоина. И если данные выйдут примерно по прогнозу, около 3-4%, рынок может сначала дать небольшую волатильность, но глобальная ситуация почти не изменится. ФРС получит еще один месяц на наблюдение, а вероятность сентябрьского повышения останется примерно сбалансированной. Но самый опасный сценарий, если инфляция снова неожиданно ускорится. Например, если ИПЦ уйдет к уровню 3,5-3,6% и выше, а базовая инфляция тоже окажется выше прогноза, тогда рынок быстро вернет ожидание повышения ставки, доходности облигаций пойдут вверх, и под наибольшим давлением снова окажутся дорогие техноакции и наш любимый биткоин. Причем после отчета по занятости появляется еще один неприятный вариант – слабый рынок труда одновременно с высокой инфляцией. Для ФРС это самый худший вариант. Повышать ставку опасно для экономики, но и игнорировать инфляцию нельзя. И лично я думаю, что данные все-таки совпадут с прогнозом в 3-4%. Да, это будет падение инфляции, но рынок скорее всего переварит такие данные как негативные, поскольку для того, чтобы свести на нет шансы повышения ставки в сентябре, мы, во-первых, должны увидеть падение в августе, так еще и в сентябре. Это скорее всего не будет, напряжение на рынке остается, Ближний Восток, о котором будем говорить позже, продолжает создавать давление через нефть, за счет чего следующая неделя потенциально может стать красной для фонды и крипты, учитывая резкий локальный отскок. В принципе, как я неоднократно говорил, для нас падение это не проблема, ведь благодаря трейдингу можно торговать любые движения, и вверх, и вниз, в том числе и на акциях, нефти, золоте, которые есть на BitGet. На BitGet есть больше 500 разных акций, которые торгуются один к одному, на которых можно трейдить и зарабатывать. А также сейчас биржа разыгрывает много крутых бонусов, в том числе и брендовые часы. Все зависит от ваших торговых объемов, подарки и призы от 10 до $500, это большой призовой пул, который разыгрывается между самыми активными трейдерами. И плюс к этому, чтобы заранее понимать, куда какой актив будет двигаться, вы всегда можете воспользоваться нашей подпиской Coin22 Pro, которая особенно актуальна перед важными событиями вроде ИПЦ. Новый месяц мы уже начинаем с прибыли. На днях мы зафиксировали шорты по нефти, которая падала на фоне переговоров. Также заработали на активном скачке SpaceX и на многих других позициях, в том числе и на крипте. И, друзья, Pro это не просто сделки и точки входа, это большая экосистема, которая включает в себя обучение с нуля, сопровождение, поддержку 24/7 и 3 отдельных направления для заработка. Это трейд, опционы, а также систем, где выстраивается системный подход к инвестициям. Также мы проводим индивидуальную ребалансировку минусовых портфелей и в целом помогаем с любыми вопросами, которые касаются трейдинга, а также инвестиций. Подробная информация есть по ссылке в описании, так что переходите и присоединяйтесь к Pro, чтобы успеть получить прибыльные сделки на следующую неделю. С инфляцией мы в принципе разобрались, но на повестке дня также остается Ближний Восток, ведь пока Трамп по кругу крутит одну и ту же пластинку, что переговоры идут, вот-вот будет сделка, Иран по-прежнему это все отрицает, и пока работает только с Оманом, с которым они разрабатывают план поэтапного открытия Ормуза и даже введения платы за его прохождение. Иран хочет получить больше контроля над движением судов через Ормуз, а США выступают против такого варианта, и в целом представители судоходной отрасли уже предупреждают, что предложенная схема в нынешнем виде почти невозможна. Иран хочет, чтобы сначала США убрали блокаду пролива, сняли санкции, разблокировали им деньги, и только потом Тегеран пойдет на открытие Ормуза. Но шансы такого сценария нулевые, потому что Вашингтон хочет сделать все наоборот. И несмотря на все эти заголовки со сделкой, напряжение в регионе все равно растет. Саудиты предупреждают о риске новых атак со стороны сил, связанных с Ираном, а Саудовская Аравия, Турция и Пакистан уже подписали соглашение о взаимной обороне.
То есть пока ситуация остается очень нестабильной. Дипломатия продолжается, но говорить о завершении конфликта или полном восстановлении нормального движения через Ормуз пока еще рано. И рынок это, конечно же, переваривает. Нефть после прошлого падения снова пошла вверх, и Brent вернулась в диапазон $83. Тем временем WTI, который есть на криптобиржах, сейчас консолидируется выше уровня $75. А снижение до диапазона 74 и около этого уровня я планирую открывать лонг, чтобы зафиксировать локальный скачок на фоне неопределенности, которая остается на Ближнем Востоке. Ведь заметьте, как движется цена нефти. Сначала происходит падение, потом локальный отскок, и так уже на протяжении месяца. Открывать саму сделку буду уже ближе к понедельнику, потому что на выходных нефть часто делает ложный пробой на новостях. И в принципе это моя первая торговая идея на следующую неделю, с которой потенциально можно получить 8-10% чистого движения в рамках следующей недели. Отдельно, друзья, хочу обратить ваше внимание на SpaceX, акции, которые после сильного падения за последние 2 дня резко отскочили вверх. На первый взгляд это выглядит странно, потому что именно сейчас начался крупный разлог акций. После публикации отчета возможность продажи получили владельцы примерно 911 миллионов ранее разблокированных акций. Это больше, чем весь объем акций, которые изначально находились в свободном обращении после IPO. Но именно здесь и находится одна из причин текущего роста. Рынок несколько недель заранее готовился к разлоку и закладывал сильное давление продавцов. Когда разлог по факту произошел, массовой распродажи в первый день мы не увидели. Часть инвесторов решила не продавать, давление оказалось слабее ожиданий, и плюс началось закрытие коротких позиций. И сама компания получила хороший отчет. Квартальная выручка составила $7,8 миллиарда, что, собственно говоря, и стало этим топливом для резкого роста. Но лично я пока не воспринимаю данный рост как начало того самого разворота, потому что если посмотреть глубже в отчет, главный вопрос никуда не исчез. SpaceX заработала $7,8 миллиарда выручки за квартал, но одновременно потратила около $18,4 миллиардов на капитальные расходы. Из них почти $15,8 миллиардов ушло только на ИИ. В результате свободный денежный поток остается отрицательным. Причем ИИ-бизнес, который сейчас является одной из главных частей оценки компании, все еще показывает серьезные операционные убытки. Параллельно космический сегмент также остается убыточным. А основной стабильный денежный поток сегодня по факту обеспечивает Starlink, тот самый спутниковый интернет. И здесь появляется второй риск. Разлоки еще не закончились. Первый крупный пакет уже вышел на рынок, но далее по условиям IPO будут постепенно разблокироваться новые доли акций. Следующий этап уже предусмотрен через 70 дней после IPO, а затем еще несколько траншей, вплоть до полного окончания основного локап-периода. То есть предложение акций в свободном обращении продолжит увеличиваться. Поэтому моя торговая идея сейчас строится именно на возможном завершении этого отскока. Если после сильного импульса SpaceX не сможет закрепиться выше текущей зоны, то я допускаю коррекцию еще примерно на 10-15%. А текущих уровней это возвращает цену примерно в район $108-114, почти туда, где акция уже находилась перед этим ростом. Для меня аргументы здесь простые. Огромный объем капитальных расходов, отрицательный свободный денежный поток, все еще высокая оценка компании, а также разлоки, которые продолжаются. Поэтому текущий рост я пока рассматриваю как отскок после сильного падения и снятие части страха вокруг первого разлока, а не как подтверждение того, что риски для SpaceX уже полностью отыграны. Так что эту торговую идею будем рассматривать в шорт. А что касается третьей торговой идеи, то ее, друзья, я в ближайшее время выложу у себя в телеграм-канале, где публикуется вся информация заранее. Ведь, как вы знаете, в торговле очень важно оперативно получать информацию. Поэтому проверьте подписку, ведь все мои актуальные сделки будут именно там. Ну и напоследок давайте поговорим о биткоине. Сейчас рынок показывает довольно сильный отскок, но лично я пока его воспринимаю не как начало разворота, скорее даже наоборот. Я рассматриваю это движение как тот самый ложный рост, о котором я говорил еще в большом прогнозе на август, который был в прошлом ролике. Тогда мой сценарий заключался в том, что после локального падения биткоин может дать восстановление, после этого собрать ликвидность сверху и вернуть на рынок локальную уверенность, но уже после этого я ожидаю новую волну снижения. Сначала обратно в район 60 тысяч, а при сильном давлении потенциально и ниже. И что интересно, прямо в момент записи этого видео я полностью закрыл свой лонг по биткоину, который держал почти от локального дна в районе 58 тысяч. То есть движение вверх я уже забрал, но на текущих уровнях соотношение риска и потенциальной прибыли для продолжения лонга уже мне не нравится. Теперь у меня в приоритете, конечно же, поиск шорта. И что самое главное, заходить по рынку я пока не собираюсь. Мне нужен нормальный триггер. Остановка текущего импульса, формирование сопротивления и подтверждение сильного давления продавцов. Дополнительный риск для биткоина сейчас создается благодаря макроэкономике, а конкретно за счет ИПЦ. Поэтому до публикации данных, а именно с понедельника по среду, волатильность на акциях и биткоине будет сохраняться. Но я думаю, что на акциях волатильность будет сильнее.
Так что в целом мой базовый сценарий пока не меняется. Текущий рост я использую для того, чтобы догнать рынок в лонг, а для поиска более выгодной точки входа в шорт в диапазоне 65 тысяч, с первой зоны интереса около 60. При этом с пониманием того, что пробой данного уровня усилит падение еще сильнее. В принципе, друзья, таким образом я буду торговать на следующей неделе. Конечно же, все экстра сделки на несколько часов или пару дней я буду выкладывать у себя в телеграм-канале. И учитывая волатильность, думаю, таких сделок будет немало. ИПЦ выложу также там, и если мы увидим аномальное движение или на рынке произойдет что-то интересное, то постараюсь оперативно сделать для вас новое видео. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, вам спасибо за поддержку, всем желаю хороших выходных, до скорых встреч!